Добрый день, меня зовут Ермаков Сергей. Я практикующий психолог, исследователь, поэт, автор и разработчик природно-ориентированной психологии и психотерапии. Если хотите узнать, что такое природно-ориентированная психология и психотерапия или с какими проблематиками психологического спектра я работаю, переходите по ссылкам в описании. А сегодня я расскажу вам о том, что называю противопоставление человека и природы через человекоцентризм. Да, вот такая специфическая, но в то же время важная и интересная на сегодня тема. Понимание наличия связующего звена между людьми и остальной природой возникло у меня во время разработки и применения природно-ориентированной психологии и психотерапии. Но также очень быстро стало очевидно, что природа и взаимодействие человека с ней не только является связующим звеном между человеком и его здоровьем, но и то, что это звено как будто бы специально удалено из жизни, как на уровне психических процессов мышления и восприятия, так и на уровне инфраструктуры общества, то есть городов, в которых мы все живем. Именно удаление природы как связующего звена между человеком и его внутренним миром, между человеком и всем остальным внешним миром, я и обозначил как противопоставление человека и природы через человекоцентризм. Давайте поговорим об этом подробнее и попытаемся разобраться, чтобы все эти слова стали более понятными. Что же такое человекоцентризм? Это система понимания устройства жизни, в центр которой помещен человек, как отправная точка всех процессов и явлений через отделение и обособление себя от остальной природы. Обратим внимание также на фразу, которую каждый из нас на автомате повторял, думаю, что не раз в жизни, не вдумываясь в смысл. Есть люди, а есть животные. Насколько сильно нужно было оторваться от реальности, чтобы уже на уровне вот этих базовых категорий отделить себя от природы. И не просто отделить, а противопоставить. А для чего, собственно говоря? Для того, чтобы было проще природу уничтожать, завоевывать территорию, изымая ресурсы и не испытывая чувство вины. Так, кстати, человечество делает и по отношению к самим себе. Стоит лишь назвать кого-то врагами, и все. Одна группа людей будет с чувством долга и даже благородства уничтожать другую группу людей. Согласитесь, что так и происходит. Но нет такого разделения на человека и животных. Человек и есть животное. И такое обозначение всего лишь подчеркивание биологической связи и единства со всем миром. Чаще всего люди отделяют социальное от природного по принципу «есть город, а есть природа». Но на самом деле все, что есть в социальном мире, это и есть часть природы, потому что любой предмет создан из сочетания природных материалов, что делает противопоставление не просто ложным, но и в корне опасным для жизни и здоровья каждого из людей. Противопоставление человека и природы в обществе заключается как минимум в нескольких вариантах. В непосредственной ликвидации природного пространства и доступа людей к нему, в искажении восприятия и мышления через распространение идеи о том, что связь с природой не имеет значения, если она не направлена на извлечение ресурсов ради выгоды. Но главным образом противопоставление происходит на уровне организации процессов повседневной жизни и тех требований, которые предъявляются к человеку как к системе. Мы, люди, всего лишь один из видов животных, и в своем здоровом функционировании подчиняемся базовым природным циклам, в частности годичным и суточным. Вопреки природным ритмам и циклам, обязательным условием эффективности человека является идея, что люди должны практически 24 часа в сутки, 7 дней в неделю быть на максимуме своих сил и возможностей. Под эти требования создана доминирующая форма труда, и если человек не соответствует этим требованиям, то он просто не может быть успешным. Такая ситуация ведет к искажению функционирования организма, к хроническому перенапряжению, а результатом чего являются такие явления, как депрессии, зависимости, самоубийство, хронические заболевания органов и систем, рост агрессии и насилия, так называемые расстройства личности, а также ранняя смертность от инсультов и инфарктов. И линейная связь здесь очевидна. Чем больше человечество противопоставляет себя природе, тем люди хуже себя чувствуют и больше болеют. Еще раз подчеркну, человек прежде всего вид животного и по определению не может находиться на максимуме сил и напряжения всегда.
Человек функционирует на основе ритмов и циклов, а они представляют собой процессы накопления и расходования сил с точками максимального накопления и расслабления и максимального расходования и напряжения. Кстати, о практическом применении цикличности я рассказывал в видео о системе управления творческими процессами. Обязательно посмотрите, ссылка есть в описании. В природе ничего и никогда не может быть постоянно на максимуме, и человек не исключение. Любые систематические искажения природных ритмов и циклов неизбежно ведут к сбоям в организме, а при хроническом варианте – к его разрушению. Современное общество предъявляет искаженные требования по умолчанию, и именно следование этим целям заявляется критериями успешности каждого человека. Сформированы эти требования именно в таком виде. Может быть, по ряду причин, но я как минимум две могу предположить и выделить. Во-первых, базовая роль человека в современном обществе – это роль трудового экономического раба, ну или батарейки, если угодно. А для удобства управления раб должен быть всегда занят, всегда находиться в состоянии напряжения и нехватки ресурсов. А когда такая батарейка разряжается, ее можно попросту выкинуть и заменить на другую. Так цинично, но тем не менее. Во-вторых, общество существует на основе искусственных процессов экономики и финансовых циклов. Эти искусственные циклы никак не зависят от природных ритмов и циклов. Финансовые потоки, глобальная торговля в сути своей даже не являются объектами реального мира. Это категории, которые существуют в виртуальном пространстве, в котором попросту нет такой категории, как время. А поскольку именно финансовые системы лежат в основе любого государства, то это создает ситуацию, при которой живыми людьми управляют виртуальные механизмы и процессы, причем всеми людьми в любой стране. В итоге именно эти искусственные циклы и ритмы становятся базой, которая формирует требования к людям. В этом и выражается основная логика противопоставления человека и природы, культивируя которое общество искажает психические процессы людей, а уже физическая оторванность от природы на уровне инфраструктуры городов, отсутствие у людей привычки и навыков бывать в природном пространстве и взаимодействовать с ним – это, по сути, уже вторичные механизмы, которые призваны лишь усилить противопоставление на физическом, то есть реальном уровне. И вот моим ответом на данную цивилизационную проблематику и явилось создание природно ориентированной психологии и психотерапии. И не просто как системы психологической помощи, которую, кстати, можно полноценно использовать самостоятельно, но и как инструмента для восстановления связи человека с природой и для преодоления противопоставлений. Что ж, благодарю всех, кто досмотрел меня до конца. Напомню, что под видео вы найдете несколько полезных ссылок обо мне. А я вам желаю всего наилучшего и говорю до встречи!